Мы приехали в Кремниевую долину специально, чтобы из маршмеллоу, лапши, скотча строить башни. Но на самом деле мы сегодня здесь занимаемся изучением техники дизайна мышления. С помощью этой техники корпорации, самые дорогие в мире, вытаскивают из команды лучшие решения для того, чтобы делать новые продукты, занимать новые рынки и создавать их. Вот, сегодня для нас как раз преподает Наталья. Наталья в том числе преподает в Стэнфорде эту дисциплину, училась там долгое время, и все те практики, которые они там применяют, мы сегодня с ними знакомимся и делаем так, чтобы мы смогли потом забрать это все к себе домой в наши бизнесы в странах СНГ. Я потратил на эту программу больше 100 тысяч долларов, я невероятно доволен. No! God, please, no! Welcome to Silicon Valley, ребят. Мы начинаем этот выпуск отсюда, с Кремниевой долины, самого сердца колыбели инноваций. Мы сейчас находимся в Купертино, мы приехали, наша первая компания сегодня, это компания Apple. Как вы помните, наш канал про венчурные инвестиции, про то, как запускаются стартапы и про работу корпораций как раз вот сегодня мы много времени уделим тому, чтобы разобраться, как именно работает Apple. Мы сегодня будем не только вот в том помещении, которое за моей спиной, но мы пойдем и в Apple Park, мы поедем в место, где был первый офис, значит, Стива Джобс, Infinite Loop One называется. Значит, мы поедем в место, где Стив Джобс изобрел первый компьютер, в тот самый гараж, в котором они вместе с Возняком сделали свой первый такой гаджет, который вообще перевернул весь мир, да, с точки зрения именно персональных компьютеров. К сожалению, на встрече с нашим другом, который работает в Apple, у нас не было возможности вести видеосъемку. Но в будущем мы обязательно запишем с ним интервью. Он рассказал нам о том, как ставятся планы и распределяются задачи внутри Apple, как нанимает новых людей в команду, за что продвигает. Затем мы отправились в Apple Park, где побаловались себя подарками и восхищались уникальностью архитектуры. Вообще, компания Apple для меня пример того, к чему может привести видение одного человека. Как он смог повлиять на весь мир через свой продукт. Я читал все биографии Стива Джобса и вдохновляюсь продуктами компании, ее презентациями, ее позиционированием. Apple в первую очередь это экосистема, и уже потом ее высокотехнологические гаджеты. Именно экосистема удерживает пользователей и предлагает все больше и больше возможностей людям. Что такое экосистема? Это среда, вокруг которой все взращивается и вырастает. В случае с Apple это App Store, iTunes, Siri, iCloud, различные технологии и приложения, которые хорошо работают в связке со всеми ее гаджетами и синхронизируются на всех устройствах. Хотите быть похожими на Apple? Задайте себе вопрос, как вы можете создать экосистему в своем бизнесе? Также во всех этих помещениях ты чувствуешь, что ты в Apple. Даже если мне вот завяжут глаза, приведут сюда завязанными глазами, просто мне откроют, я скажу, я в Apple. Потому что я вижу этот пол, я вижу эти стены, я вижу этот потолок, я вижу минимализм и в то же время высокое качество материалов. Я точно знаю, что так могут заморочиться в Кремниевой долине только ребята, которые работают в Apple. Все просто, но не просто. Это как раз, наверное, про Apple. Одной из фишек, которой я научился у Apple, это учить пользователя пользоваться твоим продуктом. Все любят приложения, которые есть внутри, но не все понимают, как именно можно наилучшим способом их использовать для того, чтобы закрывать те или иные задачи. Например, как правильно фотографировать, как правильно делать селфи. Или, например, как вот сейчас проходит мастер-класс прямо перед нами. Наш знакомый, кстати, Кейси, его сейчас проводит мастер-класс о том, как делать музыку на приложении GarageBand. И когда они разберутся глубоко в функциях GarageBand, в функциях iPad, на которых они сейчас работают, с большей вероятностью, во-первых, если у них его еще нету, они захотят его купить. И в случае, если он у них уже есть, то вряд ли они его применяют на какой-нибудь гаджет от Microsoft, от Asus или там любой другой, потому что разобравшись в каком-то продукте, нам очень сложно перейти на что-то другое. Такая простая история вроде, но Apple делает это, нет смысла нам игнорировать такой подход. Мы сейчас приехали к гаражу, где Стив Джобс и Возняк, его друг, делали первый компьютер.
И эта история для меня очень такая поучительная, вдохновительная. Дело в том, что я когда даже в банке не работал, у меня были такие моменты поиска себя, когда было все плохо, было конкретное дно, я читал и вдохновлялся историей Стива Джобса, о том, как он обламывался тоже там в детстве, как он делал свои такие первые шаги в бизнесе, и даже не представлял себе, что когда-то я смогу сюда добраться. Вот когда я сюда добрался из Уфы, я понял, что если я добрался сюда, то все остальное будет гораздо проще. Я действительно в это продолжаю верить, да, то есть уже 3 года прошло, я понимаю, что это действительно так. Для кого-то это просто какой-то гараж, но для меня это какой-то символ того, что я могу попасть в то место, о котором я читал, которое меня вдохновляло. И Стив Джобс на самом деле во всем был перфекционист, и этому я тоже у него продолжаю учиться. Он говорит, что для того, чтобы сделать что-то действительно крутое и стать действительно успешным предпринимателем, спортсменом, самое главное — это даже не знания, которыми ты обладаешь, а больше, наверное, любовь, которую ты даришь тому делу, которым занимаешься. И все задачи, которые я ставлю перед собой, я в них влюблен и делаю это с любовью. В случае, если я не могу найти эту любовь в какой-то задаче, я стараюсь это вообще не делать. К нам даже подходили соседи, немножко даже рассказали про Стива Джобса, мы задали вопросы им. То есть, несмотря на то, что это такое культовое место, сюда много ребят приезжает, из тех людей, кто вообще интересуется инновациями, историей Apple. Вот. Несмотря на это, даже вот соседи, то есть они очень френдли, да, то есть и готовы пообщаться, ответить на какие-то вопросы. Это просто колоссальная история. Просто, ребята, представьте себе акселератор, который появился из магазина по продаже иранских ковров. Туда просто зашла компания PayPal, они попросили место арендовать, и этот чувак, который ковры продавал, он долю в компании попросил. Оттуда родилось 8 единорогов по ярду. SoundHound, PayPal, потом, значит, Dropbox, да, ну, то есть 8 единорогов по ярду. И еще там куча компаний по $100 миллионов. Ну, то есть уникальная модель. Я сегодня был на стартап-питче. Представьте себе, корпоративный рынок платят от $25 тысяч до $500 000 в год абонентской платы, чтобы каждую пятницу присутствовать на стартап-питчах, где им вот этот акселератор, по сути, выполняет функцию редактора, показывает им стартапы, ну, подлежащие под инвестирование, под инвестиции. Ну, то есть под их запрос. Под запросы, да. То есть сидят корпораты, сидит там Toshiba, там азиаты сидят, индусы сидят, америкосы сидят, слушают 3 минуты на спич, 3 минуты у стартапера, 3 минуты. Очень структурированные доклады. И если тема нравится, потому что эта тема, она предварительно прошла анализ со стороны Plug and Play. Если тема нравится, то дальше идет более глубокий запрос и инвестиции. Инвестируют только на стадии А, то есть на ранних стадиях с высоким риском, но с возможностью высокого дохода. Говорят, что если мы вышли, например, с $60 миллионами, то мы считаем это неуспешный проект. Потому что, ну, риски настолько высокие, надо покрывать такое количество убытков в других неуспешных инвестициях, что требуются выходы больше, чем $60 миллионов. Ну, просто доходы, да. Ну, выходы имеется в виду exit, то есть, ну, как бы получение денег. Ну, просто колоссальная, на самом деле, штука. То есть я бы, честно говоря, сидел бы и слушал бы их весь день, всю неделю. И дело не только в супер красивой ранке, которую проводила экскурсия, а вот именно в том, что ты, по сути, находишь очень простое место. Ну, стены, пол, потолок, стулья, там столы стоят, да. Oh wow. Okay. Let's go. Oh. Wow. And Thank you. one for my mom. Okay? Thank you. You guys want one? Or you guys? Ну смотри, что интересно здесь вот в Штатах? То, что здесь происходит война, ну война между магазином Amazon, интернетом, поисковиком, ну поисковиком Google,
значит, соцсети, Facebook и производителем Apple. Ну, мобильного там оборудования и прочего другого. И вот в этой войне сейчас побеждает магазин. То есть вот это вот, это удивительно. То есть номер один по капитализации Amazon. Вот это вот удивительная штука, что происходит война таких вот разных видов бизнеса, да? То есть соцсеть, производитель там планшетов, мобильных телефонов, техники, значит, магазин и поисковик. Вот такие разные бизнесы, они бьются друг с другом, опережают друг друга в разное время. Когда-то Google на первом месте, когда-то Apple на первом месте. Сейчас на первом месте по капитализации Amazon, ну это просто, ну то есть это как бы все, это как бы абсолютная глобальная корпорация, скупившая все, что вообще есть, скажем, купившая запас, вы знаете, Тони Шей, доставляя счастье, купившая огромное количество компаний, и вот сейчас, то есть победа за магазином. Он сказал о том, что там есть Amazon Go, это магазин, где ты скачиваешь мобильное приложение, заходишь, набираешь себе, значит, в корзину продуктов и ничего не сканируя, просто выходишь. И все, у тебя списываются деньги. Значит, мы пошли, протестировали, реально работает и выглядит это очень круто. Есть магазины, где ты должен просканировать на выходе, но это уже все равно какое-то действие. То есть тебя это действие, оно все равно не дает тебе вот, ну, ощутить себя в будущем. А когда ты просто берешь с полки, кладешь в пакет, заходишь свободно, кладешь в пакет и уходишь, и тебе вообще ничего не надо делать. Это, конечно, ну вот это похоже на будущее. То есть это похоже уже на будущее. Колоссальные бюджеты, сколько денег они вкладывают в развитие искусственного интеллекта, как нам их догонять, вообще непонятно. То есть, ну, надо, догонять их надо. Но как, непонятно. Пока все, что я могу сказать, после посещения Amazon Go, это все, я в качестве просто патриотизма сейчас говорю, сейчас вот Григорий Аветов, патриот, включается. Все это временное. Старая добрая пятерочка все равно лучше всего работает. Ну, то есть, вот, ну, вот, не хватает вот это вот продавщица, чтобы пакет тебе дала, вот сказал, пакет надо, вот это не хватает. Расскажи вот то понимание новое, которое сейчас у тебя, возможно, что-то сложилось, как ты его сможешь, ну, применить, какие-то, может быть, там планы скорректировались, может, какой-то продукт новый назрел у тебя в голове, может быть, что-то еще? Слушай, ну много что назрело, но рассказать об этом не могу, потому что никогда не говори о том, что только что назрело. Никогда не говори об этом. Но назрело много что. Честно говоря, если ну, с мозгом, то есть у тебя мозг есть, то есть ты работаешь в бизнесе, у тебя там сотрудники есть, компания, процессами управляешь, то есть у тебя уже почва есть, то там, конечно, любая информация, любая экскурсия, любое выступление дает тебе масса информации, которую ты себе зафиксируешь. Дальше из этого надо просто выбрать, на чем сконцентрироваться. Но пока что понятно, они все вкладывают колоссальные деньги в искусственный интеллект, в биг-дату, в изучение потребительского поведения клиента, в то, чтобы подстроить под этот потребительский сценарий автоматический продукт, в том, чтобы понять, что клиенту нужно, чтобы снижать косты на поглощение клиента глобальное и повышать его средний чек. Они вкладываются в интеллект, автоматизация. То есть все эти глобальные корпорации, о которых я говорил только что, они, конечно, в основном растут, даже если они в убытке, в основном они растут в капитализации за счет увеличения интеллекта. Поэтому нам надо, ребята, в нашем бизнесе работать над интеллектом, над софт решениями, над CRM решениями, ну, над интеллектом. Ну и людей вовлекать, да, таких, которые способны что-то новое придумывать. Ну, людей другого менять, уровня развития, да. Выезд в другую страну, на другую территорию, это прекрасный способ бенчмаркета, промышленного шпионажа, значит, best practices, вот это вот, да, ну, как бы лучшие практики забирать, значит, из компании, значит, ну, то есть то, что неприменимо в России, ну, как бы просто посмотреть, там, для прикола, а то, что применимо, сразу забрать себе, зафиксировать, попробовать внедрить. Смотреть это на больших системах, как работает. Очень важно смотреть на больших системах. То есть ты смотришь, как этот процесс в большой системе прижился, и смотришь, он тебе подойдет или нет. Ну, то есть лучшего способа, чем... То есть бизнес-курсы — это один из лучших способов получения бизнес-образования, бизнес-обучения, развития твоей компании, акселерации твоей компании. Потому что однозначно, конечно, если такая возможность есть, ее надо использовать.